Привет, с вами Веган Синиспера. Сегодня я поделюсь с вами тремя главными причинами перехода на веганский образ жизни, то есть отказ от всех возможных продуктов, полученных с помощью эксплуатации животных. Надеюсь, это послужит началом вашего путешествия к максимальной гуманности. Здоровье. Существует заблуждение, согласно которому веганы слабые и не отличаются крепким здоровьем. Однако многочисленные учреждения, включая Академию питания и диетологии, Американское учреждение исследований онкологии, Национальный совет по здравоохранению и медицинским исследованиям, Harvard Health Publishing медицинскую школу, Консультативный комитет по диетическим рекомендациям, Британскую диетическую ассоциацию и диетологов Канады признают, что хорошо сбалансированная и спланированная веганская диета подходит для людей во всех этапах жизненного цикла, включая беременность, кормление грудью, младенчество, детство и юность, а также для спортсменов. Они также отмечают, что растительные диеты заметно снижают риск ишемической болезни сердца, сахарного диабета второго типа, гипертонии, ожирения, болезни Альцгеймера, многих форм рака, предотвращают и обращают вспять заболевания сердца, улучшают уровень холестерина и уменьшают давление. Если хотите узнать больше о пользе веганской диеты, советую посмотреть на Netflix фильм What the Health. А если вы заинтересованы в спорте, посмотрите The Game Changers. Животные продукты содержат насыщенный жир, холестерин и другие вещества, которые вредны для здоровья для самых разных органов. Так что если хотите укрепить здоровье, почему бы не обогатить свою диету растительной пищей? Судьба Земли. Чтобы получить 1 килограмм говядины, нужно потратить 10 тысяч литров воды. Чтобы получить 1 литр молока, нужно потратить 264 литра воды. Треть планеты опустошена, и домашний скот – основная тому причина. Животноводство – основная причина вымирания видов животных, мертвых зон в океанах, загрязнения воды и разрушения сред обитания. Из-за животноводства уничтожают 136 миллионов акров тропического леса. Вплоть до 137 видов растений, животных и насекомых вымирает каждый день. От 90 до 100 миллионов тонн животных пойманы из океана каждый год. Это 2,7 триллиона животных. К 2048 году мы, возможно, увидим безрыбные океаны. Животноводство ответственно за 65% всех антропогенных эмиссий оксида азота, парникового газа в 296 раз сильнее углекислого газа. 1,5 акра земли способны произвести 16,8 тонн растительной пищи, по сравнению лишь со 170 килограммами животной пищи на той же земле. 82% голодающих людей живут в странах, где еду кормят животным, которых потом съедают другие страны. Веганы производят на 50% меньше углекислого газа и каждый день экономят 4000 литров воды, 20 килограммов зерна и 3 квадратных метра леса. Если мы все перейдем на веганство, то мы, просто говоря, спасем планету. Животные. Закончим самым очевидным. Если меньше людей будут финансово поддерживать корпорации, которые зарабатывают на разведении и убийстве животных, тем самым уменьшая спрос, то количество убиваемых животных в предложении тоже уменьшится. Типичный человек не задумывается о том, что происходит с животными, то, как их превращают в еду. Большинство надеется, что свиньи, коровы и курицы проживают в приемлемых условиях, где они могут свободно гулять и проводить время со своими сородичами, а когда настанет время убоя, их убивают быстро и безболезненно. К сожалению, это представление очень далеко от истины. В куриной индустрии самцов убивают сразу после рождения, удушением или бросанием их в мацератор, так как они не откладывают яиц и не вырастают достаточно большими, чтобы стать бройлерами, курицами, выращиваемых ради мяса. Самкам же сразу после рождения подрезают клюв без использования обезболивающих средств, чтобы они не клевали и каннибализировали друг друга. После этого их бросают в клетки, где они откладывают неестественное для них количество яиц и вырастают до такого веса, что некоторые не могут его поддержать. Потом, когда курица достигает относительно молодого возраста, ее погружают в грузовик, где ее не кормят и не дают ей воды, везут на бойню, вешают за лапы и перерезают ей глотку перед тем, как превратить ее в мясо. Другим животным тоже приходится несладко. Свиньи содержатся в настолько тесных условиях, что они не могут даже повернуться, а когда их отвозят на бойню, их погружают в клетку, которую потом выпускают на планету углекислым газом, как в газовой камере, где свиньи мотаются в агонии, перед тем, как их поднимают и перерезают на глотку. Наконец, поговорим о коровах и быках. Дело в том, что коровы производят молоко не для людей, а для своих телят. Поэтому коров регулярно насильно оплодотворяют, сунув им внутрь руку и схватив шейку матки, и затем оплодотворяют спермы, которые ранее получили путем насильственной мастурбации быка. Когда корова рождает теленка, его забирают от нее. Если это самка, ее выращивают вдалеке от матери. Если это самец, его обычно забьют ради телятин. Это деление вызывает очень сильный стресс и у ребенка, и у матери. Потом корову подключают к специальным машинам и высасывают из нее молоко.
Когда корова перестает производить молоко, ее отправляют на бойню, где ее, если ей повезет, оглушают специальным пистолетом, режут вверх ногами и перерезают ей глотку. Если хотите больше знать о стандартном обращении с животными, советую посмотреть фильм «Доминион». Короче, если вы считаете, что подобное обращение с животными неприемлемо, перестаньте поддерживать его своими деньгами. Один веган своим отказом от животных продуктов спасает более 100 животных в год. Надеюсь, мне удалось убедить некоторых из вас подумать над сменой своего образа жизни. Если у вас есть идеи для будущих видео, ставьте их в комментариях. Спасибо за просмотр и давайте пройдем вместе в светлое веганское будущее.